говорит Москва. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы! Добрый день! Сегодня пасмурный денек, и мы решили погулять по окрестностям Молдаванского. Поэтому маленькая экскурсия за пределами Молдаванки. Это улица Советская, это выезд из Молдаванского. И мы пойдем погуляем по окрестностям нашего села. Пошли. От нашего села Молдаванского до города Крымска всего лишь навсего 6 километров. Вокруг нашего села протекает речка с интересным названием Гечепсин. Маленькая незаметная речушка. Вот что из себя представляет речка Гечепсин. Есть еще одна речушка рядом протекающая, тоже хорошее интересное название, Меккерстук называется. Ну вот посмотрим сегодня на наше село Молдаванское немножечко с другой стороны. Со стороны въезда от города Крымска. Первое, что вы увидите при въезде в Молдаванское, это вот эту арочку. И небольшой виноградник. Шато Саук-Даре 1953 года. И вот там уже на горке это начинается наше село Молдаванское. Ну и река Гечепсин, вот она какая река Гечепсин. Гечепсин. Ну что, пошли, Арсений. Так, вперед, вперед. Тишина-то какая. Идет мелкий дождик.
Вчера шел, сегодня ночью, утром мелкий дождь. Соскучились мы по этому дождику. Земля сухая, потрескалась. А сегодня радость такая, у нас дождь. Вы послушайте, как птицы поют. Где вы в городе такое услышите? Он красава сидит на верхней веточке и выдает трели. Жизнь просыпается. Пробираемся к речке Гичепсин. Неглубокая речушка. Это Арсений бегает тут радостный. Давно не гуляли мы с ним по лесу, по природе. Но вот вырвались в окрестности Молдаванского погулять. И вот сейчас мы находимся прямо посередине русла реки Гичепсин. Не глубокая, да, берег, конечно, здесь высокий. Вот, видимо, в полноводье она поднимается, но сейчас вот 8 мая сегодня, 2020 год. Вот она такая неглубокая. Вообще, конечно, интересно, есть ли здесь рыба? Не знаю, посмотрим, спросим у местных. Все, ребята, смотрите, мы продолжаем. А, это Арсений опять побежал. Ему хорошо, он балдеет от природы.
Вокруг Молдаванска очень большое поле с пшеницей. Вот это все пшеница. Вот это вот коричневые крыши, это офис Левкадии находится в селе Молдаванском. Но он находится далеко. Мы идем вдоль реки Гичепсин. Вот. При всем ее неглубокости, скажем так, она речка неглубокая, но обрыв у нее метров 6-7. То есть такая серьезная водная преграда. И мы находимся за пределами этой речки, и само село Молдаванск, оно вот скрыто за деревьями. Вдоль реки растут дубы, яблони, ясень, ивы. В общем, очень много всяких растений, птицы поют вовсю. Солнышко проснулось, посветлее стало. Но мы вот идем и видим только горы. Само село спрятано за деревьями. Какие интересные вещи мы увидели. Вот мы с Арсением шли по реке Гичепсин. И там наверху метров 6 высота, да? Очень такой крутой спуск. Но мы нашли, где можно спуститься. И что мы здесь увидели? Ага, не получается в него забежать. Короче, в этом месте река Гичепсин, да, имеет два рукава. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите. Вот это вот один рукав Гичепсин. А вот там дальше еще один рукав. Если это одна речка Гичепсин, то та какая речка? Сейчас посмотрим, что это такое. Ну вот, как я и рассказывал, один рукав. Мы стоим на самом перекрестке, и вот пошел второй рукав. Арсений уже там. В окрестности села есть вот такая могила в честь зверски расстрелянных местных жителей. Фашисты в 1943 году, 17 апреля, это совершили. Вот оно такое, наше село Молдаванское. Красивое и неповторимое. Хотела тебе показать свою коллекцию осколков, которые я нашла на нашем участке. Но это еще не все, потому что остальные под грудой гвоздей валяются. Жуть, конечно, что здесь происходило во время войны. Они же такие тяжелые. Представляешь, такая дура с ускорением летит. Еще и горячая. У людей не было шансов.